И смею заметить, что это первый ролик на всем просторе Ютуба. При увеличении до 300% мы видим с вами легкую хроматику. Общий план и репортаж, городская фотография, архитектура, пейзажи, интерьеры, а также необычные ракурсы и сюжеты в портретной фотографии, не очень привычные нашему взгляду. Область применения широкоугольных объективов разнообразна и вдохновляет многих фотографов на фантазии и смелые эксперименты абсолютно в любом жанре. А что если это не просто широкоугольный объектив, а еще и сверхширокоугольный объектив, да еще и с автофокусом, да и на беззеркальную систему РФ, да защитой от атмосферных воздействий и за вполне разумные деньги. Ну, по сравнению с конкурентами, конечно. И цена такого приобретения примерно $500. И, конечно, в качестве бонуса это божественное красное колечко. И это все, друзья, про сверхширокоугольный объектив южнокорейской компании Samyang с автофокусом, с фокусным расстоянием 14 мм и апертурой 2,8. И это, друзья, не реклама, это технический выпуск, и мы попробуем разобрать его по косточкам и испытать в самых трудных условиях. И смею заметить, что это первый ролик на всем просторе Ютуба. Именно этого объектива с автофокусом, именно в тандеме с беззеркальной системой Canon RF. Ну, либо я плохо искал, и это тоже имеет место быть. Итак, друзья, меня зовут Серджио, и если вы впервые на моем канале, то не забудьте перейти на мой сайт и забрать в подарок набор пресетов Desire для Lightroom и камера RAW. Ссылки на соцсети нашего комьюнити и полезные материалы все находится в описании к этому видео. А мы начинаем с экспресс-распаковки широкоугольного объектива, сверхширокоугольного объектива Samyang AF 14 мм 2.8f. Итак, друзья, коробочка выполнена в стиле Canon, достаточно добротная, качественная и симпатичная. Внутри нас встречает, как обычно, макулатурка, крышечка из вспененного полиэтилена. И вот он, барабанная дробь. Это прелесть уже в моих руках. Симпатичный чехольчик. Ну что же, друзья, первое впечатление, как всегда, обычно тактильные, и я его потрогал, пощупал, понажимал, и что я могу сказать об этом объективе? Металлический корпус и металлический байонет. Тактильное ощущение приятно. Чувствуется, что вещь добротная и выполнена со вкусом и с техническим профессионализмом. И несмотря на компактные размеры, смотрится респектабельно и достойно. Кольцо ручной фокусировки двигается очень плавно, сборка очень достойная. Не люфтит, не скрипит, не качается. Корпус и не гладкий, и не матовый, это что-то такое среднее, при этом не оставляет на себе отпечатки пальцев. Передняя линза выпуклая, и поэтому здесь встроенная бленда, что сужает наши возможности по применению творческих светофильтров. А вот крышечка мне очень понравилась. Она фиксируется, и если вы случайно ее заденете где-то, она просто так не слетит. Но кто из нас не терял крышки от объективов своих фотоаппаратов? Кто-то, наверное, собрал уже целую коллекцию на моих потерях. Теперь, друзья, технические характеристики. Длина 9,5 см, вес 484 грамма, угол обзора 113,9 градусов, фиксированное фокусное расстояние 14 мм, диафрагма 2,8, минимальная диафрагма 22, лепестков диафрагмы 7. Ну и для теста, друзья, я предлагаю выйти на улицу и проверить его в боевых условиях. В поле, в каком-нибудь интересном месте. Например, в замечательном городе Санкт-Петербург.
Итак, друзья, мы с вами снова в студии. После фотопрогулки у меня есть несколько снимков, и мы теперь можем по достоинству и наиболее тщательно оценить качество снимков, которые получаются на тандем этого объектива с фотоаппаратом Canon RP. Итак, друзья, все снимки сделаны с приоритетом выдержки, либо полностью в ручном режиме. И в верхнем левом углу вы увидите параметры съемки. И сперва хотелось бы сказать об общем впечатлении цвета, которые получаются на этот объектив. Я сейчас буду перелистывать фотографии, они все здесь показаны вам без обработки, и вы можете оценить, какой цвет у данного объектива. Ну, вероятно, и матрица фотоаппарата тоже играет свою роль, но тем не менее объектив всегда имеет свой характер. Мне понравились нейтральные, приятные цвета, достаточно мягкие и красивые, и на самом деле цвет настолько хорош, что здесь требуется минимум обработки. Что же касается съемки при ярком дневном солнечном свете, то здесь все не так однозначно. Ну, на самом деле у меня не первый объектив Samyang, уже был когда-то такой, и я давно заметил, что он любит слегка такие фиолетовые оттенки, эдакий характер данного стекла. Возможно, это связано с ошибкой в балансе белого, но в принципе все правится достаточно легко в редакторе и не вызывает какого-то дикого дискомфорта. Что касается съемки в помещении и в пасмурную погоду, все выглядит достаточно достойно и прям радует глаз. Такая достаточно серая нейтральная картинка, из которой можно вытянуть достаточно интересный цвет. Я сейчас просто вытягиваю тени для того, чтобы вы увидели общий цвет RAW файла. Теперь давайте поговорим про контровой свет. Держит он его достаточно хорошо, и при закрытой диафрагме можно получить вот такой вот достаточно интересный эффект. Это утреннее солнце, безоблачная погода, и солнце светит непосредственно в сам объектив. И вот, друзья, если уж говорить о контровом свете, то это очень тяжелые условия для любой камеры, для любого объектива, но тем не менее с этой задачей Samyang справился достаточно неплохо. Съемка в иллюминатор просто из темного помещения. При этом он, конечно же, замылил картинку, потому что я стоял достаточно близко. Но, тем не менее, прорисовка достаточно неплохая. И напоминаю, что здесь абсолютно нет никакой обработки. В принципе, и с такой задачей объектив справляется достаточно неплохо. Ну и раз уж мы заговорили про контровой свет, хотелось бы сразу и сказать про хроматические аберрации. Это часто распространенный нежелательный эффект на объективах
ну такого, скажем, класса, и это часто встречающаяся болезнь у широкоугольных объективов. При увеличении до 300% мы видим с вами легкую хроматику. Ну, самое что главное, что она не отходит от края, как это часто бывает, и в принципе находится в границах рисунка, в границах объекта. И давайте-ка попробуем, мы кликнем с вами на удалить хроматическую аберрацию. Ну вот как видите, в автоматическом режиме это практически полностью ушло. Если где-то сработало не очень, можно доработать в ручном режиме. Я думаю, что это не будет какой-то проблемой. Да, хроматика правится отлично. Что мы с вами видим? Мы с вами видим целостный по цвету объект. В принципе, все нормально. И если мы с вами откроем фотографию, снятую в пасмурную погоду, то мы увидим, что хроматическая аберрация в принципе отсутствует, что только добавляет достоинству этому объективу. Ну а широкий угол, сами видите, какие дает преимущества. Он позволяет захватить в один сюжет много информации, композиция получается достаточно интересная. Вы сами знаете, какой громадный Исаакиевский собор, и вот находясь рядом, буквально в 200 метров, он практически полностью попадает в кадр, и при этом объектив еще и затягивает окружающее пространство в виде деревьев, столбов, и это выглядит достаточно интересно. Теперь, друзья, давайте поговорим о дисторсии. Если ровно, строго, перпендикулярно к линии горизонта удерживать камеру, то в принципе особой дисторсии вы никакой не увидите. Как вы знаете, что широкоугольники, особенно сверхширокоугольники, любят заваливать перспективу и любят делать бочку. Вот здесь легкая бочкообразность есть, но перспектива вся ровненькая за счет того, что я просто ровно держал камеру. Рецепт очень простой. Ну и в профиле есть всего лишь один Samyang. Это, конечно, немного не такой. Ну, давайте попробуем его применить. Ну вот, как вы видите, что даже не родной профиль, а похожего объектива достаточно легко устраняет бочкообразность и лишнее виньетирование, присуще широкоугольным объективам. Не всегда я активирую коррекцию профиля, зачастую снимок выглядит наиболее эффективнее без этого приема. Если говорить про резкость, друзья, то она здесь просто невероятная, как скальпель хирурга. Мне, кстати, по цветовой палитре и по резкости в кадре этот объектив напомнил объективы линейки Sigma Art. У меня был как-то объектив от Sigma Art 24 мм, и он меня не устраивал, потому что был очень тяжелый, громоздкий, и в итоге это не совсем широкоугольное стекло для полнокадрового фотоаппарата. 14 мм это все-таки более интересный объектив с точки зрения широкоугольных возможностей. Ну и, конечно же, резкость, полученная при диафрагме 11, в дневное время оно, возможно, особо никого не удивит. Поэтому давайте мы перейдем с вами в более сложные условия и посмотрим, как объектив справляется здесь. Открытая диафрагма, контровой свет. Что же здесь происходит с резкостью? Если мы с вами посмотрим в центр кадра, то мы можем разглядеть абсолютно все. От названий книг до морщин у вот этой бабушки, которая рассматривает книжку. Но если мы будем с вами двигаться к краям объектива, то где-то вот в этом месте, примерно это четверть кадра, резкость начинает падать. Но я бы не сказал, что это очень критично и каким-то образом портит снимок. В принципе, для снимка, снятого на сверхширик, да еще и в таких тяжелых условиях, в темном помещении, такое поведение достаточно стандартно и не вызывает дискомфорта. Вот на этой линеечке книг можно видеть, как постепенно исчезает резкость. Ну и если, друзья, мы с вами заговорили про резкость, то настало время поговорить и про боке. И если вы достаточно близко располагаете главный объект съемки к передней линзе объектива, то вы помимо резкости выделенного объекта получаете достаточно интересное плавное боке. Вы посмотрите только, какие вкусные бокешечки получаются у этого объектива. Ну, очень-очень неплохо.
Ну, что я могу сказать? Ширик, конечно, могет. И вот тоже вот газетка, здесь тоже видно, какое интересное боке. Ну, в общем-то, мы прошлись по всем параметрам, которые меня, и я уверен, что вас интересуют больше всего. И поэтому возвращаемся в студию. Ну что же, друзья, о достоинствах мы поговорили, и хотелось бы поговорить также о недостатках. Отсутствие резьбы и, соответственно, возможности применять творческие светофильтры. Для меня наибольшее значение имеет фильтры нейтральной плотности ND, либо поляризационные фильтры. И очень жаль, что я их не могу здесь накрутить на объектив. Ну, конечно же, можно использовать более какие-то громоздкие системы, но это не всегда удобно. Поэтому я считаю, что это самый большой и, возможно, единственный недостаток этого объектива. Ну и, конечно же, эту линзу придется просто оберегать. Она немного выпуклая и всегда норовит поймать на себя какой-то удар. А на этом, друзья, все. Напоминаю вам, что с вами был Серджо, вы на канале Art Photo Life. Я желаю вам творческих высот, всем добра и мира, и до скорой встречи в следующем видео. Всем пока-пока.